Всем привет, с вами Катрин Солнечная, и у нас на связи Кипр, моя тезка Катя. Привет. Привет. Катя, сегодня хотели поговорить с тобой вот как с профи такой большой закалки, да, когда у тебя огромный опыт, ты уже много где была. Можешь прям с самого начала рассказать, где ты сейчас, где ты уже была и какие позиции ты занимала, кем ты работала? Ну, на данный момент резюме у меня достаточно большое. У меня 11 стран в списке по работе. Вот, сейчас в 11 на Кипре. Начала я с Южной Кореи как хостес в караоке, и дальше потом втянулась. Класс. Получается, перед Кипром, и на Кипр недавно, правильно приехала? На Кипре я вторую неделю. Отлично. Так, сейчас. Так. На Кипре ты вторую неделю. А в каком ты городе? Да, в Айнапе. Айанапе. И сейчас ты работаешь стрип, правильно? Да. Как у тебя вот вообще первое впечатление о Кипре? Я понимаю, что пока еще рано, наверное, говорить о каких-то там результатах, но вот в целом ты Очень приехала. положительное, Да, очень как? положительное. Но вот на Кипре в данном клубе работа, как сказать, в моем стиле. То есть Мгм. я люблю, когда много людей, я люблю движуху. Вот это сидеть чилить с одним чуваком со стаканчиком, это не мое. Я люблю вот драйв. Когда Вот движ, здесь так, правильно? да, вот Ага. здесь так. Кто бегать, кто не любит много бегать, Не надо. тогда вряд ли. Да, не надо. Я поняла. А вот из состава сейчас девчонки у вас откуда в основном? Большинство русскоговорящие. Со мной в квартире живут две полячки. Двух полячек еще я видела в клубе, и, по-моему, там пара сербок еще. Остальные Мгм. русскоговорящие все. Ну, прикольно. То есть всё в целом по атмосфере, как есть какие-то Да, напряжения? Это вот сейчас самый главный вопрос. Как, как ты себя ощущаешь? Есть какие-то вообще нет. разборки между девчонками? Все нормально, Вообще спокойно. нет. Вообще нет. На Кипре вообще нет. Отлично, это очень радостно слышать всегда. Да. Я хотела начать издалека. Вот, в принципе, да, когда девочка ищет работу за границей, у нее всегда много страхов, много волнений, сомнений, продадут в рабство, продадут на органы, не знаю, там сидят каннибалы, не знаю, все что угодно. Что только мы не слышали. Как ты вообще пришла к решению полететь работать за границу? Сложно было, несложно? Какие у тебя были страхи, если они Не, вообще не были? особо сложно, не особо сложно. У меня, скажем так, подруга моей подруги, она работала хостес в Корее и прорекламировала мне эту вакансию. Вот. Мгм. То есть, решение было импульсным, да? Просто увидела и Ну да, захотела. то есть, когда там какие-то отзывы в интернете, понятно, что они могут быть фейковыми, а тут живой человек. Свой Прям мне человек. все это Мгм. рассказал, все детали. Вот. Мгм. И с этого все началось, а там дальше я познакомилась с другими девочками, там, а ты откуда, а ты от кого приехала, а ты от кого приехала, вот, соответственно, дали мне все ссылки разных агентств. Кстати, вот так я вышла на вас. Да, вот очень интересный, волнительный момент, Да. как вышло на нас. Вот так. В Корее кто-то был от Престижа, кто-то был от другого агентства. Ну, в общем, Мгм. мне кто-то из коллег дал мне ссылку на Престиж, и так я нашла вас. Мгм. И менеджер просто кто первый, или это был тоже какой-то процесс подготовки выбора менеджера, кто будет вести мои Если заявки? честно, я не знаю, как это получилось. Мне написала несколько лет назад Наталья Орленко ВКонтакте, если вы ее Ага, знаете. да, Первая. конечно, да, да. Наталья Орленко один из самых таких старожилов нашей команды, поэтому это здорово. А Она мне сейчас вы... написала первая. То есть это была работа менеджера. Молодец, Да. Наталья. Понятно. А потом уже Юля, да? Сейчас работаешь с Юлей. Юлю я нашла в Телеграме, да. Ага, Юля понятно. очень подробно отвечает на все сообщения в Телеграме. Она такой активный пользователь, поэтому да. Отлично, я поняла. А вот из всех стран, где ты уже была, какой Да. из вариантов, наверное, такой самый сложный для тебя? Вот что тебе показалось самый такой
возможно, нервной точкой из твоего маршрута, из твоей географии? Где сложнее всего было работать? Было сложно, достаточно сложно лично мне на Сардинии. Это было еще до пандемии, за счет Мгм. того, что очень большой языковой барьер или языковый, не знаю, на какой слог правильно ударение. Вот, хочу говорить грамотно. Э, За счет того, что в этой части Италии не говорят по-английски. Ну Мгм. и я, соответственно, не говорю по-итальянски вообще. Мгм. Но английский у тебя Вот. разговорный. У меня хороший английский. Я Мгм. практически уже сторожил ЮАР. А, вот, ты живешь в ЮАР сейчас. А на ЮАР ты Да. попала тоже с контракта, правильно? Когда уже полетела В ЮАР я работать. пришла, да, первый контракт был в клубе «Стилетос», а потом дальше началась пандемия, и я там осталась. И Мгм. в Маверикс я пришла сама. Понятно, все, это тоже такая классная точка, о которой можно говорить вечно, но не будем Маверикс, да, ошибаться. рекомендую. Да, большой классный клуб, конечно. Но вот из всех твоих стран, где ты уже Кстати, работала. еще достаточно напряженно было в одном из клубов Афин, потому Мгм. что я очень не люблю, когда мне каким-то образом связывают руки, ну, фигурально, конечно, Мгм. не в Ну, прямом смысле, понятно, да. и мешают зарабатывать деньги. Меня зовут Мгм. Екатерина, я очень люблю деньги, я этого не скрываю. Что Поэтому касается все мы клуба здесь. этого в Афинах, есть там у определенных девочек их 4, 5, 7 в смену, там, в зависимости от дня недели. У них есть договоренность с руководством, и они первые работают с туристами. Мгм. То И есть это, пока конечно. они, вот, да, пока они не подойдут и не поработают, всем остальным подходить нельзя. То есть если уже их всех отошьют, только Мгм. тогда подходим мы. Ну, сама Да, понимаешь. да, это, конечно, мешает однозначно. Чтобы как-то найти своих гостей, это прям минус существенный. А, что бы хотелось еще узнать? Вот скажи, пожалуйста, вот про негатив, это в основном, наверное, ну, когда мешают, да, работать, ну, это понятно, да, то есть, ну, образно говоря, тебе перекрывают кислород, знакомство с нормальными гостями. А Да. второе– это языковой барьер. А еще из сложностей вот таких, которые ты могла бы выделить. Ну вот, допустим, ты обращаешься к девчонке, к девочкам, кто хочет поехать первый раз. Самые большие сложности на контракте, вот на твое такое ощущение, какие могут быть? Помимо, Ой, если вот ты едешь без у языка, меня первый стрип-контракт был в 2018 году, если честно. Я вот всех сложностей-то... уже, ага, Да, ну, наверное, нужно выбрать клуб э, не с большой системой штрафов какой-либо, не с кучей правил. То есть я попала в Таиланд на тот момент, там было 75 пунктов штрафа, и я такая первый раз, что я боялась вообще шаг влево, шаг вправо, чтобы не оштрафовали. То есть, угу, наверное, лучше выбрать что-то полайтовее. угу. А вот Вот. Потому что э, вот этот прессинг, он будет ощущаться. ну, понятно, да, конечно, это страшно, тут, когда ты первый раз. А из всех стран, какую бы страну бы ты посоветовала больше всего? Где тебе понравилось больше всего? Ну, не считая ЮАР теперь. Кипр, вот сейчас здесь хорошо. Мгм. Вот. Мне еще зашла Германия, но у меня с Германией, так сказать, особые отношения. Я фанат Рамштайн. Понятно, это да, Да, это любовь. ну не только их, ну, в общем, я выросла на немецкой рок-музыке, вот. Я люблю под них делать шоу, и, в общем, они все это видят. Понятно, ну это спелись, Да. станцевали, спелись. Я тебя поняла. А про Португалию, вот что ты можешь сказать про Португалию? Вот тоже одна из последних, да, твоих точек работы. Да, да, То есть Португалия, работа абсолютно на лайте, там смена всего 5,5 часов. Где вы еще найдете такую смену? это в каком городе ты Где? работала? Это в Лиссабоне. Лиссабон. Понятно. Да. А новичкам, насколько будет там комфортно? Есть условия для новичков, чтобы можно было приехать и там, не знаю, тренироваться в дневное время, чтобы дали возможность вообще поставить танец какой-то?
Или все-таки лучше начинать... Насчет дневного времени я не знаю, я не узнавала даже как-то. Ты Я не другим тренируешься занимаюсь в в дневное свободное время. время, да? Мгм. Я тренируюсь в ЮАР, у меня стоит дома собственный пилон. Ну Ага. и плюс в ЮАР я еще хожу к русскоговорящей девочке. А если я в Мгм. Европе, особенно в стране или в городе, где я первый раз, мне интересно все посмотреть. Тем Мгм. более, когда речь идет о Лиссабоне, где столько всего интересного, что я была месяц, и мне кажется, я не все даже увидела. Хотя я ходила чуть ли не каждый день где-то куда-то. Понятно. Ну да, то есть ты больше, ты именно ездишь с целью путешествий больше, правильно? Конечно, конечно. Да. А по заработкам, вот из твоего маршрута, где были самые высокие заработки и какой вот был самый максимум, который ты могла заработать? Первое место – это ЮАР. Второе место у меня получилось Германия, в Дюссельдорфе. И опять же, я выезжала очень сильно, я единственная на тот момент была в клубе из девочек, кто делал стейдж-шоу для мальчишников. Мгм. Почему-то другие Круто. девочки не любили это. Я это любила. Это самая дорогая позиция в танцевальном меню, и вот так. Мгм. 2 песни, и тебе больше всех денег в карман. Я это любила. Отлично. Ну Ну вот и плюс он самый еще, большой, я понимаю, ну, еще наверное, возможно. диджей-музыку в моем стиле включает. Это Понятно. вдохновляет. Ну вот какой самый большой заработок? Вот, ну, о каких цифрах можно говорить? Э, Если говорим про Европу, у меня получилось в Германии 7,5 тысяч за месяц с О, 2 здорово. выходными. Э, Именно с 2, потому что клуб в эти дни закрыт. Мгм. То есть То ты есть не то, успевала и что я такая, отдыхать. да, брала 2 выходных, потому что я такая решила отдохнуть. Нет, клуб закрыт в эти дни, и, то есть получается 5 на 4, ну, плюс 2, 22 Да, смены, 7,5 тысяч. отлично. Это что А вот, касается мгм, в ЮАР, если честно, из-за местной валюты не очень удобной, сложно. их Мгм. достаточно сложно переводить, да, в доллары, а когда переводишь, через какое-то время все забываешь. Вот, потому что Да. максимальная купюра в ЮАР это 200 рандов, по курсу это 10 евро. Ну, я поняла, 10 да, евро там это считать, максимальная можете банкнота. считать. Да, Да. я поняла. А Португалия, вот примерно о каких суммах может идти речь? Я думаю, 4-5 сделать можно. У меня получилось Мгм. 4 500. Опять же, достаточно неплохой процент от этого. Это стейдж-шоу на Мгм. мальчишниках. Мгм. Вот, когда мальчишник приходит, то есть половина от того, что они платят, сразу в карман тебе идет. Мгм. Тоже не все девочки это делают, я делаю. Мгм. Понятно. В общем, ну, ты работаешь и много путешествуешь, и много Да, работаешь. да. Это, наверное, самый Ну, ценный сотрудник. я писала отзыв в чат про Мгм. Португалию, что у меня получилось 4,5 тысячи. Э, И там я заметила нюанс, что там действительно много постоянников, и постоянники не такие, как там, я слышу, в Италии, в Турции, что там любят новеньких, там официанты подсаживают, помогают новеньким, еще что-то. Нет, здесь приходят постоянники конкретно к своим девочкам. Очень Мгм. много девочек там работает годами, вот. У них уже, так сказать, своя клиентская база, вот. Мгм. И вот эти гости, они приходят именно к ним. Даже Понятно. То есть, попытаешься, я пыталась несколько раз подходить, они такие, нет, типа, я хочу видеть Ванессу, нет, я хочу видеть Полину. мгм. Понятно. То есть они верные, преданные. Да. Понятно. А есть у тебя какие-то самые яркие моменты с контрактов, о которых ты вот там периодически сидя дома вспоминаешь? Вот что-то такое, что вот больше всего вспоминается и греет сердце. Вот что-то такое есть у тебя из опыта? В Или прошлом так году, в сложно? мае, кстати, канун моего дня рождения был, кстати. Мгм. То есть ты на Да. день рождения тоже ездишь? Я... Что? На день рождения тоже ездишь работать? День рождения был в воскресенье Маверикс закрыт, но вот А, именно все, вот эта Маверикс. смена с субботы по воскресенье, да, это канун моего дня рождения был.
У меня, в принципе, денежный рекорд, в принципе, случился за все время, за смену. Мгм. То есть тебе подарок был по дню рождения. Да, Отлично, я считаю, прекрасно. то есть, А, то есть за смену эта сумма получилась, которую, ну, мне кажется, на консе в Турции за месяц зарабатывают. вау, вот это мотивашка номер один к видео. Ну, я не А, говорю, что это вот так постоянно, это ну прям да, джекпот случился, но пришли какие-то еще гости видишь, это, хорошие, да? да, это еще так символически совпало, что это канун моего дня рождения был, поэтому, да, я этот день запомнила. Вселенная тебя Да, благословила, я считаю. Вселенная подарила мне подарок. Да, Правда, да, да. конечно, я его отметила, потом не так, как хотела, потому что в 5 утра с тусовки приехала, в 5 или в 6 утра я отсыпалась, хотя у меня планы были, ну да ладно. Ну да ладно, оно того стоило. А Да, вот давай тогда вот по Кипру, да, вот сейчас ты на Кипре. Как у вас да. проходит рабочая смена? Вот поскольку вы приходите, с чего она начинается, как вот, с чем она там, чего там эпицентр в центре рабочей смены, как все проходит, сколько примерно гостей и до скольки вы работаете? Работаем мы с 10, клуб открывается в 10, Мгм. до 5-5:36, зависит от того, насколько Мгм. мы заняты. До последнего очереди. Должны быть, знакомые увидела, должны быть мы в клубе в 9:30. Э, За это время мы сдаем кассиру тикеты, это напитки, приваты, что мы сделали за предыдущую смену. Мгм. И за это время он еще подсчитывает. Мгм. То есть вы на следующий Вот. день получаете оплату. Нет, мы получаем оплату раз в неделю, но Мгм. сдаем тикеты после каждой смены, Мгм. то есть наоборот, перед следующей сменой. Мгм. Поняла. То есть Вот. учет. Потом идем в гримерку переодеваться, то есть пока там переодеваемся, припудримся, вот как раз уже 10 часов и будет. Мгм. Сейчас сколько у вас там девчонок работает? Около 40. Около 40. Гостей на всех хватает? Да. Мне хватает. Остальных, да, по пятницам, субботам очень много, там приваты, очереди. Мгм. То есть, ну, гости, ну, это самый такой популярный курорт тусовочный, поэтому с гостями Да. все в порядке, соответственно. А вообще, как по посещению именно гости? Это в основном туристы или есть местные? Ой, киприотов я видела процентов 5-10 от силы. Да, в В основном основном туристы. туристы, да. А Да, туристы откуда? отовсюду. Единственное, что я не особо много там американцев видела, хотя вчера были. Вот. Очень много этот Ближний Восток, которых я на дух не переношу. Это Израиль, Палестина, Иордания. Вот это все я их на дух не переношу, если честно. Понятно. Но они есть, они туристы, соответственно. А как вот Они есть, да, да. молодые, возрастные, как обычно? Или все подряд? Дедов нет. Дедов нет, больше молодых. Не Дедов Италия. нет. Да. Понятно. А чаевые? Чаевые оставляют? Чаевые оставляют, и нет, и мы сами просим, и оставляют. Мгм. Это чаевые 50/50 делятся с клубом здесь. Мгм. Вот В с Португалии, клубом как кстати, не делится. вот, очень удобненько. Как Да. вот с администрацией клуба складываются отношения? Насколько строгая дисциплина? Насколько вот, ну, может быть, какой-то прессинг чувствуется от руководства? Или наоборот, все более так спокойно, как у тебя? Не чувствуется вообще, но если ты не косячишь. Если не косячишь. Есть те, Да. которые косячат. Ну да, я в таких случаях называю большой брат все видит. Логично, да. Да. Так, что-то еще. А вообще, в принципе, руководство помогает девчонкам, если вот, ну, я понимаю, да, тебе там не требуется помощь, потому что уже огромный багаж. А вот если новеньким,
Как ты вот видишь, замечаешь, помогают, не помогают? Можно рекомендовать этот клуб для новичков, если первый контракт у девушки? Но даже если первый, то, в принципе, можно, потому что народ есть, даже без Мгм. помощи. Мгм. Вот. Но там не до этого просто, понимаешь? Очень много людей. Там не до Мгм. помощи, да. Мгм. Там лишь Ну, бы напитки успеть всем раздать. я поняла. А конкуренция, ну, девчонки все в основном с опытом сейчас работают? Или Не ты знаю. не знаешь? Все, Не все вот знаю, так. я только Мгм. видела двух девочек, с которыми я работала в Германии. Они уже уволились обе вчера. М. Вот. Ну, логично, что они с опытом, раз мы пересекались на другом Ну контакте. да, Про всех да. остальных не знаю. Хотя А соседка скажи, моя по комнате из Армении, ну, работала в Армении. мгм, понятно. А ты, кстати, вот хотела узнать, ты работаешь с трюками или просто танцы? Я могу трюкачить, да. Да, то есть, ну, ты Да, эпатируешь прям по еще не полной. настолько, да, еще не настолько, чтобы выпрыгивать во флажок прям сразу же, но уже Мгм. э, уровень Intermediate One, Intermediate Two. О, это супер, Вот такой. супер. И, Но соответственно, ну, это публика мое личное реагирует на это. желание. Но в Германии, да. Мгм. Здесь А здесь? как-то, да, здесь как-то когда как. То есть если девочки не сильно заняты, они смотрят и аплодируют и поддерживают. Вот. А если Мгм. заняты, ну, даже я сама так делаю, мне все равно, кто что там делает на сцене. Вот. Я фокусируюсь сама на своей работе. Я поняла, ну молодец. И, наверное, последний вопрос такой, который отвлеченный немного. Вот условия, которые присылают агентства, да, менеджер у тебя была Наташа, была Мгм. Юля, насколько соответствует действительности? Потому что часто, да, у агентства бывают сложности с тем, что вот, такая работа с возражениями, что вы нам сейчас пообещаете одно, а будет по факту другое, и вот как вам верить? Я Как бы вот по советовала твоим... менеджерам переспрашивать информацию хотя бы раз в год Мгм. а, про условия уточнять, Мгм. потому что они могут меняться. То есть Юля мне прислала информацию, там процент в Португалии был один, я Мгм. приехала, он оказывается другой, в большую сторону, что приятно. Больше. Но все Мгм. равно, да, я ей написала, что, Юль, информация устаревшая, как бы сейчас 50/50, не 40, девочки идет. Мгм. Ну, хорошо Вот. хоть То большую, есть да, на мой самом деле. совет, Был да, то есть мой приятный совет, да, то есть мой совет узнавать хотя бы раз в полгода-год, что-то изменилось или нет. обновлять. Мгм. Да, это мы услышали, да, у нас частенько бывает. Ну, благо, что в основном э, по факту встречают Да. лучше, чем мы планировали. Но в целом твои ощущения, насколько ты довольна работой И опять же агентства, про работой менеджера? вот эту ситуацию с туристами, Мгм. что нельзя к ним подходить в Афинах. Мне не Ну, сказали. мгм. Да, я вообще не знаю, вы были осведомлены об этом или нет. Мгм. Ну, у вас, девочки эти давно работают, соответственно, Да, которые вот... я Мгм. знаю, что они официально оформлены, все, может быть, они в доле с руководством, я не знаю. Понятно, понятно. Это мы будем выяснять. Тебе большое спасибо за эту информацию. Это повод поработать. Вот. Спасибо большое, что нашла время на это интервью. Очень полезно, Да. информация интересная. Тебе от нас желаем огромных успехов, классных заработков, ощущения полной удовлетворенности тем, что ты делаешь. Ты отлично выглядишь, на тебя хочется Спасибо. смотреть, с тобой хочется разговаривать. Удачи тебе Да, я и побед! собираюсь на пляж, поэтому вот не Ой, накрашенная, отлично! ничего, прически. Да, я по Это пути на пляж. прекрасно, прекрасно. Значит, не все не просто так, все не зря. Тебе удачи еще раз и большое тебе Да, спасибо. все, да. Пока-пока. Счастливо. Пока-пока.